Всем доброго времени суточек, с вами Серафима Са. И сегодня мы посмотрим любимую тему нашу. Негатив, да? Что на вас сейчас в данный момент, вот прямо сейчас? Что наложит завтра, послезавтра, не знаю, наложит ли, будем просматривать. Выбирайте два варианта, вот прям вот дико, может кому-то срочно, потому что на другом канале я сняла 3 варианта. Подписывайтесь на мои другие каналы, ссылочки будут в описаниях. Так, давайте начнем с медвежонка. Давайте начнем с медвежонка. И будем подробно просматривать. Ну, а у вас вот такая колода пошла. У вас что-то такое с эмоциями. Что-то с эмоциями, с отношениями, что-то. Не знаю. Сейчас посмотрим. Что вы... Необычные такие энергии. Так, почему-то аж прям 4 я вам вытаскиваю, кто что сразу. Сейчас просмотрим на этой колоде, есть ли вообще магия. Давайте, ладно. Хотели показать, кто? Старший чаш у вас тут. Что-то перевернуто. Почему я все перевернуто положила? Ну, это прошлое, наверное. Воздействовал на ваш старший чаш. На эмоции делал. Вот. Тут на то, чтобы у вас какого-то праздника не было, чтобы вы с друзьями не встретились. Ну, тут что-то такое вот. Вот эта карта праздника, друзей, счастья. Там, видите, фотографии она просматривает, да? Чтобы с семьей не собирались. Что-то так. Какой-то разлад, возможно, делали. Вот, умеренность какая-то по наполнению. Вот, 9 чаш. Какой-то ресурс, изобилие, что-то вот такое вам делали. Сейчас в перевернутом виде, то есть, ну вот это пока что прошлое. Есть на вас сейчас или нет, мы посмотрим. Ну, естественно, отшельником вас сделали. И вот тут, возможно, в рот влазивали. Тут 9 и 10 чаш. Смотрите, видите, это, говорю, у вас что-то или с эмоциями, на эмоции. Не зря это старший чаш. Это либо энергетик какой-то, или человек, который умеет владеть по менталу, то есть психолог, вот этот старший чаш. Может быть, это и не магия, а может быть, это буквально просто, ну, куху вам выносили, не знаю, может, какая-нибудь теща, блин. А почему теща пошла, не свекровь? Мальчики будут смотреть. Да, девочки переворачивать. Еще по-другому сегодня как-то. Обычно наоборот говорю. Странно. Вот. И тут прям по чашам. 9, 10 это максимальное количество. То есть вам воздействовали просто, ну... Хотя пока что никакой магии тут пока что нету. Тут именно вот на голову. Как-то так, что-то в семье. Наезжали на вас, так сказать. Первоначально вот так идет. В перевернутом виде, значит, было. И вы сейчас уже чуть-чуть уже от этого отходите. Ну, еще не совсем, еще осталось. Как сказать, идет отпечаток остался или осадок остался. Может, вы помирились уже. Ну, что тут какие-то семейные выяснения. Давайте. Сейчас, в данный момент, есть ли на вас магия? Вот ты, ну ты. Чисто. Вот только вот эти 3. Тут кто-то вас... Какое-то жертвоприношение кто-то сделал. Порчено вечание. Ну, смотрите, карта чисто вышла. То есть, давайте мы вот так скажем, потому что люди разные. Кто-то уже почистил. Вот прямо сейчас, вот буквально. Или вот когда выйдет видео, вот только-только. Потому что тут вот эта вот карта... Ну, для кого-то, кто не чувствует, что у него там пошли уже какие-то улучшения, кто ничего не делал, там вот это надо счищать. Давайте я вот так скажу, потому что здесь как-то неоднозначно. Иногда прямо говорится, вот порчено венчание в жертву. Кто-то же какой-то, ну, может быть, люди, которые работают там, почему-то собак режут, идет выражение. Хотела сказать, головы курицам режут. Ну, деревенская магия, может, какая-то. А мы что-то собака какая-то пошла.
Странно. Ну, как-то так, солнышки мои. Еще хочется еще одну карту почему-то. Это не все. Ну вот, я же говорю, отношения. Порча на... Не буду читать, видите? Порча на отношения тут. Говорю, у вас что-то тут не лады. И на венчание порча, на венчание не зря. Тут по гостикам работали. По гостикам работали. Ну, давайте. Сейчас. Церковные порчи. Колоду взяла не так. Значит, вот это уже сняли. Говорю, тут вот меня бросает то в одну, то в другую сторону. Кто-то снял, кто-то еще вот прям вот на пути. Кому-то надо, вот я вам говорю, что снять. Порча на прекращение роста личности. Ух ты, аж зацвыркала. Я же говорю, у кого-то еще лежит, а кто-то снял. Смотрите сами. Обращались, не обращались. Слепая судьба. Вот почему-то вам хочется сказать. Талисман, тут покровитель, Алфей, ну кто там вот по-христианскому. Апостол из 70. Талисман для возобновления дружбы и уничтожения ненависти. Икона живописный источник. Это вот вам такое. Почему-то именно вот кому-то вот это хочется. Тут какой-то подмен судьбы. На прекращение роста личности. Представляете? Ну, в перевернутом виде, то есть 50 на 50. Или срочно снимать, или кто-то снял. Так, а тут что-то на завязках покойников. Ух ты. Ну, кто-то у меня тут даром сидит. Делали не зря прекращение роста личности. Что-то они просмотрели, что-то вы чем-то обладаете, что-то у вас есть. Какие-то способности. Не обязательно там совсем там магические, вы там кого-то видите. Ну, просто что-то вот. Ну, смотрите по себе. У каждого разные. Может, вы просто маг своей жизни. Тут, знаете, карта мага вышла. Ее можно по-разному. То есть у вас все хорошо получается настолько, что такая прям зависть идет, что вы маг своей жизни. Вот у меня был расклад на моем втором канале «Истинная Оракула». Там вы маг своей жизни, скоро вы будете богаты. Ну, так проходило. Я же там не подтасовала. Может быть, это ваш расклад был, кстати. Так, какую-то я хотела колоду, и меня хотят запутать. Вот это вот. Представляете, хотели, чтобы скрываются. Ох, перевернулась. Я спрашиваю с помощью этой колоды Таро грехов, реинкарнация. Почему злые? Не хотят отвечать. Но вот тут карты перевернулись сами при вас прям. 3 карты. Тут, говорю, зависть какого-то колеса фортуны, алчность и похоть. Тут разная тема, да? Тут и любовная, и как у вас все замечательно, вы маг своей жизни. Да? То есть поняли, практик, значит способности. Ну вот как-то так. Прекращение роста, возможно, у вас что-то хорошо идет, там бизнес, еще что-то, да? Ну и похоть, конечно, тут что-то чему-то завидуют. Может быть, вас любят, ну, мальчики переворачивать, и девочкам там мужской пол вас любит, да, там всем вы нравитесь, вот зависть. Как-то так тут идет. И почему-то еще хочется, у них еще какая-то злость. Вам прям вот ложите. Какая-то прямо вот зависть такая, дикая ненависть прямо. Нарциссизм, звезда. Ну, смотрите. Гнев прям, я же говорю, вот. Я только сказала, и потом карты вытаскиваю. Я сначала не смотрю на них. Вы прям звезда, понимаете? Ну, если мальчики, то нарцисс. Как-то такая вот зависть вот этих врагов. Вот. Так, ну давайте для вас подсказку. Что вам делать-то вообще? Как вам чистится? Сейчас мы еще подробнее посмотрим. У нас же подробный что-то перевернулся котел. Чуть в перевернутом виде. Так. Давайте сначала с подсказки начнем. Эмоционалку вам чистить. Я же говорю, вот магия воды. Эмоции, наполнение. Вот это вот вам на это делают. Возможно, они сами гневятся и вам на гнев делают. Но это, знаете, как бы не совсем-то и сильно-то магия. Это что-то другое.
Понимаете, вот тут магическое воздействие почему-то перевернуто. Я даже не знаю, каким словом сказать. Какая-то особенная магия, то ли какая-то нетрадиционная деревенская, потому что то ли какой-то шаманизм, ну, тут что-то не как обычно. Вот такие ваши враги. Вам надо, да, это все счищать, освобождаться и открывать дороги потом, да? Это конечные. Что-то кармическое вам надо, вот кармическое идет. Но вот это почему карты не поймут. Тут вам не нужна рунная магия, не нужен жезл. Вот почему-то тут идет. И как бы зелья вам не нужны, и котел вам сильно варить не нужно. А что, подскажите, пожалуйста. Тут что-то другое вам нужно. Магия звука не нужна, заклинания не нужны. В смысле, а что нужно? Истина вам нужна. То есть, смотрите, тут самое важное, если, к примеру, там не обладаете особо, да, там обычные люди, вам нужно вот истинно молиться, понимаете? Вот вышла истина, прям правдиво, не скрывая ничего, вот просто вот прям от сердца. Как-то вот так вот у вас идет. То есть тут не имеет значения, что вы будете делать. То ли руны, то ли звук вы, то ли еще что-то. Это вообще никакого значения. Это все атрибутика. Тут то, что у вас в сердце имеется в виду. Представляете, истина, вот она, истина. У меня вот так вот идет. И тогда у вас будет свобода, то есть все будет хорошо. И дороги будут это открыты. Как-то так идет. Вот чистка вам нужна. Ну, чистка, да, однозначно. Вот эту черную, все, что наложили, снимать. Но она какого-то особого вида, я говорю. Какая-то нетрадиционная деревенская магия или же что-то вот. Но вам вот истина нужна. Или найти такого мага, который именно честный. Понимаете? Который не будет врать. Очень хорошо делает магию возлияния, магию красоты. Вот такой вот нужен человек. Наполняет, он потом после этого дороги открывает, чистку хорошо делает. Но это я вот, если будете обращаться. Или это про вас говорят, понимаете? То есть от всего сердца. Почему под истиной еще и чаша возлияния? То есть такой человек прям, ну, очень добрый, я не знаю, ну, каким словом это сказать, я даже не знаю. Прямо вот в нем внутри прям такое солнышко, прям вот, который может не брать, а отдавать больше, чем брать. Вот такой вот вам нужен человек, если вы будете к кому-то обращаться. С глаза хорошо снимает. Вот. Тут на красоту вам тоже еще, на красоту тоже делаю. Магия цветов. И вот он тоже будет какой-то вот, будет у него что-то особенное. Не зря он, чтобы вот эту магию снять нетрадиционную, тоже чем-то таким будет обладать нетрадиционным. Тут, понимаете, мандрагора, какую-то хитрость такую он будет тоже иметь. Ух ты, с кристаллами, с камнями будет работать, возможно. Ну и он умеет это делать быстро, возможно. Или вам это указание, что нужно прямо сейчас, не ждать там каких-то праздников. Вот. Родовой маг, возможно. Или же, еще раз повторяюсь, вы этим обладаете, и вот вам подсказки. Родовая магия, вам в путь, пожалуйста, молитесь. Только, говорю, ну, чистка, открою секрет, это такая же молитва, как бы, да? Пожалуйста, искренне, даже со слезами на глазах, прям должны быть искренние у вас ощущения, понимаете? То есть надо делать не тогда, когда, например, поссорились с кем-то, вы злые, прям вообще, ну или еще что-то у вас случилось. Вот прям в этом состоянии идете и просите искренне, пожалуйста, помогите, снимите вот этого вот. Ну тут тоже какие-то рассорки есть по-любому, я вот это чувствую. Прямо рассорки. Помогите. Как бы вот искренне
плача прямо, я не знаю, ну вот по-настоящему. Как вам еще рассказать? Как-то вот так мне идет. Или же такую жреца или жрицу, которая вот по-настоящему. Настоящая. Да, и которая не притворяется. Вот. С какими богами работает? Вам сегодня поподробнее. Дафна и Аполлон. Вот такими. Это я для тех, кто будете молиться, можете упомянуть. Богиня Кривда. Да, то есть от вас что-то скрывает какую-то правду. Вот ей молитесь, чтобы вам правда открылась. Чтобы вы еще более подробнее все узнали. Здесь прямо так с хитрецой прям. Вот. Еще специальная моя колода. И бог Чур. Чур-миниатюр. Ну вот, к нему обращайтесь. Видите, славянские боги вышли. Ну, я понимаю, что вы, может быть, и другой, там, мусульманство у вас или еще. Ну, вот похожих богов. Все. Вот эти три. Карта говорит о том, что вот моя вышла, что вот даже и смотреть больше. Вот эти три бога вам помогут. Ну, вот богиня и бог. Такой вот. Так, что еще вам, солнышки мои? Ну я хотела на кошках поподробнее примерно. Нет, говорит, не надо. Я сразу карту... Эй, вам на кошках не надо. Что вам надо? Что вам надо? Давайте на такой колоде, кстати. Давно не гадали. Так. Ну, какая-то семейная все равно тема. Мудрец у вас тут. Я же говорю, мы ж так не посмотрели, кто. Ну, тут смотрите, мудрец. Почему, говорю, семейная тема? Возможно, это кровник из предков кто-то. Тут прям вот так. О, цвыркнуло. Но это не у всех. Еще раз говорю. У кого-то может быть подмена рода. Кто-то внедряется в ваш род и притворяется, что вот давайте мне блага, ей не надо, она недостойна. Там, или он, да? Или это чистый кровник, но он именно обладает способностями, да? То ли он притворяется. Он очень сильно хочет ваших... Вот священный жук – это все ваши дары. То есть какие-то родовые дары он хочет ваши. Вот. Ну, семья, очаг. Вот я говорю, тут влияние на всю семью, возможно. Или чтобы у вас ее не было, да? Не зря тут порча на венчание. Чтобы не было семьи. Или если есть, был развод, это вот башня. Предвещает, то есть крах в семье какой-то. Вот тут как-то так идет. Возможно, жилье и имущество тоже может просматриваться. Вот. Ну и вот, говорю, по эмоциям вас долбит сильно. Сердце прям вышло. Карта сердца. Но вы как-то освобождаетесь все равно от этого. Периодически. У вас так вот волнами идет. Освобождаетесь. То вы, то они. Вот как-то пока что у вас такая вот борьба идет. Вы очень эмоциональный человек тут. Всего по сердцу, если смотреть. Так, мудрец. Но мудрец тут, видите, пол не сказали, но вот вышла женщина. Императрица тут у вас. Ключи ваши хотела. Паучьи сети, чтобы они вам не пришли, не достались. Понимаете, у нее сейчас проблемы, у этой императрицы. Вот она сейчас в горе. Заперта со всех сторон. Видимо, же говорю, вы ее уже побеждали. У вас магическая борьба туда-сюда, обратно. Почему-то так идет. Я не знаю, почему тебе и мне и так далее. Откуда это выражение? Может, какая-то любовная тема? Может, какая-то у кого-то мальчиков, это может быть бывшенькая, я не знаю почему. Кого-то я считала. Туда-сюда, обратно, тогда. Ой, какие расклады интересные идут. Каждый раз необычные. Тут она, вот, кукловодство полным ходом хочет вами управлять. Знаете, она заперта. И вот это вот полностью вашими ключами владеть. И вами вот так за ниточки управлять, чтобы вы были куклой. Ну и что-то не получается. Что-то у нее, видите, сети. И вот эта вот всемирная связь со Вселенной у нее что-то отсутствует.
То есть что-то, знаете, вот только это сейчас в данный момент просматривается, могла навести. Как бы, знаете, такое ощущение, как будто это вот просто какие-то плевки, типа, а вот надо хоть что-то, блин. Но тут силы какие-то поперекрыты все равно уже. Вселенная перевернута. То есть она ей помогает 50 на 50, не знаю. Когда помогает, когда нет. То есть она сама уже не знает, эта императрица. Тут ей какое-то послание от всадника будет. Уж, мне ж прям холодно. Ой, дяревня, хочется сказать. С этим жертвоприношением. О, дяревня, не знаю, такое выражение идет. Может, она у вас и городская, у меня идет вот дяревня. Может, ездит в какую-то деревню и там делает. Госпожа, брат. Ух ты! А тут у вас еще какая-то парочка. Вот это какая-то основная карта. Душевные терзания. Я говорю, так, сейчас просмотрим, что здесь. Смотрите, господин. Послание она узнает, да? Господин и госпожа. Тут еще какая-то парочка. Может, все что угодно. Может быть, как муж и жена. Так же, как может быть и мать с сыном. По-разному. То есть одной масти как-то они вместе связаны, да? То ли кровными узами, то ли кольцами связаны. По-разному. Им придет познание, что в каком-то они мираже, они почему-то думали, что они вас победили, что ли? Вот болезнь у них какая-то идет. Миражи какие-то, они были в каких-то иллюзиях, болезнь какая-то у них, хандра у них. И вот за вот это вот закрепление не получилось. Поэтому я говорю, тут слегка что-то наложено, но на эмоции сильно, я говорю. Поэтому вас и хотели пробить с помощью эмоций, и тогда бы следующий этап, да? И коренья не получилось, святой воды они не получили. И вот тут что-то дьявола перевернут от них, я не знаю почему. Дьявол прямо отвернулся. Они каких-то даров хотели, да, ваших родовых. А он что-то говорит, не дам. Такое выражение идет. Ой, у нас прямо длинный расклад. Но это канал. Кому покороче, идите на мой другой канал, где 3 варианта, и там чуть-чуть покороче. Здесь у нас один или, ну, сегодня 2 решил сделать, потому что магический негатив просматриваю. Что да как. Все. Так, еще хочется вот это. Ох, рух изобилия, последняя карта. Бумеранг. Мыши. Тут парочка. Все-таки парочка прослеживается. А может быть даже... Ну, вот на рух изобилия, вот они вам бумеранги. Типа в этот раз. Вот. А может быть еще троечка. Почему-то. У некоторых будет так прослеживается. Госпожа, то есть императрица это как бы маг, да, к кому они обращались, возможно. Потому что сил уже своих-то нет. Кто-то сам еще пытается. Ну вот эта парочка обращалась к этой императрице. Как-то так идет. Так, что здесь? Семейство какое-то. Так. Тут какие-то договора. Сущности хотели вам налепить. Понимаете? Погостные работы какие-то, тупики. Ну, тут перевернуто. До вас они, то ли вы уже это сняли, то ли просто силы сразу уже сказали. До свидания. Идет такое выражение, кто-то из вас точно говорит. До свидос. Ну, как-то так идет. Каждый раз по-разному разговариваю. Ой, вообще так прикольно. Вот. Удачи вашей хотели, но у вас как бы на всю семью работали, понимаете? То ли вот просто семейные отношения, чтобы вы там в одиночестве были, да? Или есть семья, попереругались. Представляете? Все уже закрывают. Но у них не получилось. Коса перевернута, крест, все вот это не получилось. Но они думают, они в иллюзиях каких-то сидят. Ну, смотрите, солнышки, я вам, короче, все подсказки дала. Все, как вам чистится, туда-сюда. Ну, чиститься все равно надо. У вас вышло. Вот эти вот проблемы. Смотрите. Может быть, еще такой вариант. Может быть, Может быть, вы дочку, сына загадали, понимаете? Потому что, ну, кто его знает? Может быть, люди разные. Мне за 70 лет смотрят.
Вот. Может, вот это вас не интересует, к примеру, уже, да? 80 лет кому-то, ну. Поэтому может показать какого-то близкого родственника. Вот это у него. Ну, вот душевное терзание, вот это я с самого первоначала прочувствовала. Как-то так. Может, просто банальный перекид по роду. Вот как-то вот так вот идет. У них проблемы, и вам просто народ не в зависимости, сколько вам лет. Вот мои солнышки. Так, кстати, хотела еще одну вам карту. Да, длинные расклады. Зато не каждый день я выпускаю, а я вот сажусь и конкретно все рассказываю. Как вас видят высшие силы, все-таки я вам хочу. Вот, пару карт просто. Или совет вам. Таро архангелов, пожалуйста. Поэтому со мной до конца. Я могу в любой момент... О, такой же совет, как на другом варианте. На другом канале тоже три варианта вышло, посмотрите. Очень похож на один из вариантов. Измените свою жизнь. Вам сейчас нужно... Вот смотрите, внезапное откровение, приносящее освобождение. Может, просто помолиться высшим силам? Вот откровение. Вот цвыркнуло аж, помотайте. Вот прям вот как-то истинно помолиться, не знаю. Хватит тянуть время, не упустите возможности, отрывающиеся благодаря переменам. Ну, может, вы молились до этого. Ну, вам тут говорят, что свечка каждый раз, как только хочу что-то сказать. Ну, это не я говорю. Говорят, мало. Больше эмоций надо. Больше искренности, не знаю. Как-то так. Трансформацию вам надо по-любому делать. И тогда у вас, кстати, на пороге вообще благословление, удачный день, новые ресурсы в форме денег, времени или поддержки, новая работа или продвижение по службе. У вас что-то хорошее, прям открытие дорог на носу. Но вам что-то надо дочистить все-таки. Вот. Эту трансформацию закончить. Год у нас заканчивается, и мы заканчиваем эту трансформацию. Почему-то у вас идет. Потом у вас что-то новое идет. Улучшения какие-то. Ну все, мои солнышки, не зря хотелось вас успокоить. Ой, длинный расклад. Давайте мы ко второму перейдем. Здравствуйте, мои любимые, хочется сказать, пупсики. Ну, так вышла такая у вас вот. Что у вас? Давайте я положу несколько карт этой колоды. На вас пошла вот эта колода. Почему-то хочется сначала узнать, есть или нет на моей вот этой двойной колоде. И я почему-то зацепила еще вот. И вот эти еще идут. Сейчас, минутку. С предыдущего расклада у меня тут еще эти вышли. Ух ты! Что тут за энергии какие-то? Все вообще валится из рук. Я не буду ставить паузу. Смотрите вместе со мной. Я просто хочу сначала просмотреть. Да, нет, а потом уже давайте помешаем. Вот. Вы пока сфотографируйте, кстати, кому нужна... Ой, господи, моя помощь. Вот. Сейчас я вам сделаю картину красивую. И будем с вами подробно все подробно рассматривать. Так, ну что у вас тут? Вам прям так онлайн, без раскладки сразу же. Пупсики. Ух ты, почему я и захотела? Тут у вас прям нападение, да. Если в том варианте было, ну как, остаточное явление чуть-чуть, у вас тут черная магия. Ужас. Сейчас, подождите. О, посмотрите, на вашем варианте прямо сильно черным она прям пошла. Почему-то вот так хочется. Вот побольше наложить. Сейчас будем расшифровывать. Тут у вас черная магия. Но у вас есть защита от атак. Кстати, от черной магии. Но вам все равно. У вас защита сработала от какой-то черной магии, но не от всей. Поврежденная защита и тотальное разрушение в данный момент. Ну, простите, так карты говорят. То есть все-таки взломали. Влазили в древо жизни, работали с ангелом и хранителем. Я чувствую, это не ваша защита. Это у вас вот
в рот влазивали. Хранители от вас отворачивали. Так идет. Тут прям черная работа. Черная магия. Порча насмерть. Вот он, мастер-рунолог, высветился. Вот что вам понаделали. Представляете? Ужасно. Ой, прошу, не расстраивайтесь. Все можно снять. Все можно снять. Все преграды, они даны для того, чтобы вы стали сильнее. Ладно, дальше смотрим. Ну вот у вас тут прям чернокнижие. Мастер-рунолог поработал. Интересно, за что? Сейчас мы посмотрим вот на этой колоде, что им движило. Да? Какой из грехов он не прошел, этот человек, который захотел на вас. Так, идет такая энергия. Человечишка, что тебе нужно? Не знаю. На каждом варианте по-разному. Кого-то считала, кто-то так вот. Может, сказки любите вы читать? Идет такое вот прям. Как в сказках. Человечишка, да куда ты пошел? Ну, простите, кому не нравится, перемотайте. Так идет. Так, что тут идет? Ну, боже мой. Вот предки обратно, духи рода. Тут в родовую систему влезли. Ну, тотальное разрушение жизни. Тут вот... У меня голова закружилась. Что-то тут такое непонятное. Сейчас. О, алкоголь. Голова закружилась. Сейчас, мне просто сейчас трудно сосредоточиться, как вот опьянение какое-то у меня такое вот. Тут то ли они в пьяном виде делали, то ли это вам сделали. Смотрите, если у вас такое было, там, может быть, головокружение, тяга к этому, тяга к каким-то препаратам, ну, значит, вот так вот это вам наделали. Кузница работа была, чтобы у вас ключи забрать. Почему тут все перевернуто, я не пойму. Так, а зеркало в прямом виде. Сейчас, минутку. Какое-то отзеркаливание каких-то родовых отработок идет тут. На эмоции воздействия, на время, на предчувствие на ваше. Что-то вот с крестом связанное. Что тут, кладбище было? Или что тут было? Так, сейчас, подождите. Мы сейчас все просмотрим, не волнуйтесь. Вода и молитвы. Да, что-то христианское было. Что-то читали на воде. Вот тут вода вышла. На что вас заморозить, на ваши предчувствия, чтобы к вам не приходили никакие новости. И на время. Вот. Но у вас тут вообще полный затык. Да, да. Детский с глаз порча еще у вас. Вот. Но венец безбрачия вам еще делали. Но почему-то... Ну, у вас какая-то есть защита все-таки. Защита-то так, какую-то часть она защитила. Но не все. Вот венец безбрачия и абракадабра порча. От этих порч вас защитили, да? Тут икона целительница, архангел Самаэль, покровитель. Знаете, что вот архангел Самаэль. Кстати, как-то выходил у меня Таро архангела. Вот он за вас почему-то. Может, вы ему молились. И венец безбрачия. Вот это вы убрали. Но вот это вот перекид какого-то вот детского сглаза и порчи, да? Вот. Не на вас, народ. Понимаете? Ну, очень тяжелые энергии какие-то. Так, эликсир бессмертия. Ну вот. Ну, войну они не победили все равно. Набросили, но пока не победили. Вот тоже идет в перевернутом виде. Я ж не просто так беру. Эликсира бессмертия все равно не полного не получили. В войне они не победили. Да, вот это сделали, но пока у вас еще битва. Вот как-то так у вас. Пока еще битва. Так, так. Ну, в кузнице работают. Но в данный момент, если честно, идет. Это, ну, это еще вот, когда вы будете смотреть, у некоторых будет просматриваться, что они вот в данный момент вот делают, и вы еще не чувствуете. Даже кто-то может во время расклада что-то почувствовать.
Ну, может быть и так. Или ближе к вечеру. Вот они в данный момент куют, так сказать, почему-то идет. Вот это все. Так, давайте... Покажитесь, кто, кстати. Блин, я так и не поняла, кто. Какой у меня? Эти колоду. Сейчас. Колокольчик почему-то вам нужен. Давайте я почищу. Я чуть его не уронила. Кому плохо, кто уже чувствует хотя бы слегка уже какой-то вот трэш на голову, вот такое вот головокружение. Это может быть просто банальный гнет вот такой вот. Давайте колокольчик сейчас почистим. О, все, вот такая энергия хорошая пошла. Кому-то прям надо было. Это особенный колокольчик, он помогает избавиться, как-то стабилизировать. Ох, карта прямо сама выпала. Что-то с прошлым связанное. С каким-то обновлением. Вам не давали обновление сделать, постоянно какое-то запирание. Вы вроде бы как чистку делать обновляетесь, а вас обратно запирают. Вот так вот идет. Тут и финансы, и эмоции, что-то, ну, ресурсы, все вместе. Тут ресурсы с кубками, смотрите, преобладание пентаклевых и кубковых вот ресурсы. Изобилие, может, родовые какие-то. Вот у вас тут два короля, вот редко бывает так, обычно женщины. У вас двое мужчин каких-то. Постоянно обнуление какое-то делают. Вот ваши враги. Но знаете, тут может быть еще, может быть, кто-то из них и женщина просто в таких мужских энергиях. Вот это может быть и практика. Вот. Пентаклевые – это тот, кто хочет ваших ресурсов. Это явно заказчик. А вот это кто делал? 100%. 98. Так-то общий расклад. Тоже имейте в виду, это ж не личное. Вот она, жрица. Говорю, кто-то из них женщина. Или же это троица. Сейчас мы посмотрим. Тут какая-то... Тут вообще ковен какой-то. Тут, смотрите, раньше они с какой-то женщиной работали, но они как-то поперессорились. Вот как-то у меня выходило в видео, что Ковен перессорился. Вот это ваша тема. Вот она очень сильно обижена на этих двух королей почему-то. Я не знаю, они вместе раньше работали. Вот еще жрица. Тут какие-то маги поперессорились между собой. И еще одна королева мечевая. Вот сколько у вас врагов. Вот это обижена на этих. Так, и эти две. То есть два короля, жрица и королева мечевая. Эти вместе, вот две хохотушки, хочется сказать, они вместе работают. И эти два короля вместе. Как-то они поразделились. Раньше они вообще все вместе. То есть было раз, два, три, четыре, пять человек было, да? А сейчас группками. Эти вдвоем и эти вдвоем. И самое прикольное, что, возможно, у меня еще вот что идет. Смотрите, прикольно. Вот эта группка, да? Но вот эта пара и вот эта группка. Две женщины, двое мужчин. Они раньше были в паре. То ли любовно это было вещь, то ли это просто мать с сыном. Ну, как-то они связаны. Одной мечевой масти не идут. Вот. И они как-то разошлись и работают по отдельности. Но вот эти связаны прямо идут. Как-то, какими-то связями родственными. Так. Что здесь еще? Здесь еще... Ага. Ага. Сопротивления нет. Ну, что-то у них с силенками. Говорю, у кого-то вот этой королеве, возможно, почему она и злая, что ей прилетело. Потому что вы как-то то выигрываете борьбу, то нет. По силенкам, да, но сопротивления нет. То есть вот этой королеве явно видно, почему она обижена. То есть она согласилась на работу вместе с ними, но ей прилетело по силам.
И она сейчас хочет это снять. Вот это чистится. А вот эти вот ваши враги. Чистится, видите, чисто. Чисто. Она мечтает, чтобы у нее чисто было. Так, перевернуто. И еще какой-то иерофант. Еще у кого-то нету. У кого-то проблемы в семье. Тут еще про бумеранги вам решили рассказать. Да, вам тяжело, но знаете, что им тоже прилетает. Тут как бы так идет. Вот иерофант перевернутый, селенок нету. И по семье тут прилетело. Смотрите, какие карты. Тут тоже то ли развод, то ли, ну, короче, гулянки закончились. То ли третий лишний, кстати, вот 3 карты третьего лишнего. Измены, может, какие-то. Тут что-то такое. Тут прилетело. Вот они, ваши враги. Вот. Вот это прилетело. И еще кому-то прилетело. Кто-то из них иерофант. Так, ну мы сейчас не будем выяснять, кто. Что еще хотите сказать? Давайте, что вам делать? Да? Я ж прямо какой-то ужас и паника у меня, не знаю. Я не знаю, какую колоду, вот я сейчас эмоции вас считываю, что вы, ну, кто-то сейчас скажет, опять? Да сколько можно? Давайте, что? Вот, Таро грехов, реинкарнация. Почему злые? Что способствовало, какой они грех не прошли? Вот, важно. Может, вам хочется это знать. Ой, ну похоть, похоть. У кого-то, может, любовная тема. Не зря тут. Алчность какая-то. Искушение. Ой, ну у них искушение сатаны вообще-то. Почему там было... Это не у вас было. Но тут какие-то призраки точно есть тоже. Тут, во-первых, ими сатана управляет. Какой-то искушает их. И искушение наживо у вас. Ваши ресурсы забрать, да? Вот тут так идет. Ну, естественно, алчность, ну и у кого-то похоть. Вот. Как-то тут такие вот. Вот на это они и злятся за вас. Так, давайте, что вам делать? Как чиститься, кому обращаться, не обращаться, что вообще в данный момент. Ну, вот прям я вижу, что в данный момент вот они еще и делают, но кто-то не чувствует. А кто чувствует, у меня так идет, что это еще с прошлого раза, что-то еще не почистили с прошлого. Но ждите, простите, будет что-то новое. Ну, у вас так просмотрите. Нет, значит, другой вариант, солнышки мои. Ну, у меня такое вот. Эмоции, магия возлияния. Эмоции чистить, любовь у кого-то, да? То есть чаша возлияния, ресурсы. Вот это вот все. Это как туз кубков. Кто знает, вот вам надо чистить. Так, какие-то знания кого-то, ну, если смотрят люди, которые чем-то обладают, не только магическим, просто знания родовые. Понимаете? Какая, не буду говорить, какая профессия пошла, но врачебная профессия пошла, но я не буду говорить ее, потому что она такая связана с очень интимными вещами. Кто-то вот врач. Просто завидуют, что вы что-то или магическим, или просто вот что-то по роду у вас хорошо получается. И вот эта зависть идет. Так, но вам не нужны никакой алтарь, никакой атрибутики вам не нужно. В этот раз. Вот. Рунная магия, жезлы никакие не нужно. А что вам нужно? Магия защиты вам нужна. В данный момент магия огня и защиты. Это самая такая подсказка. То есть прям защиту со всех сторон. Но сначала все отжечь надо. Магия огня. Кто-то молится, кто-то обращается. И вот любовь, тема любви, говорю. Вот она, посмотрите, нарисована. Ой, не видно. Любовь. Вот как-то так. Самое важное для вас сейчас. Еще одну карту хочу. От эмоций. Вода. Это эмоции. Все, что находится у вас внутри. Ну вот это тотальное разрушение, да? У кого-то с эмоциями будут вот прям вот ссоры, драки, еще что-то там. Вот такое будет делать.
У кого-то и то, и вообще тотальное разрушение жизни, это когда по всем фронтам. Вот это надо срочно снимать. Правильно? Не дожидаться. Вот, тоже карта идет. Йоля, не дожидаться. Вот этот праздник, сейчас зимнее солнцестояние. Кто не знает, с 20 по 23 февраля делают самые сильные порчи, которые только есть в году. Может, кто-то не знает. Вот. Не дожидаться Йоли, прямо сейчас идти и то ли молиться, то ли кому-то обращаться. Не знаю. Смотрите сами, как вы там. Молитва как минимум. Вот. Что еще я хотела вам? Угу. Что-то еще хочется вам. Какое-то еще послание, просто послание. Угу. Тут вам говорят, что знаете, что порчу по фотографии еще будет делать ментальное проклятие с помощью Велеса. Черное колдовство. К какому-то черному обратятся. Видите, в перевернутом виде, но как бы это... День сурка вам будут делать. Но вот это все, у вас все равно есть какая-то защита, у вас да есть, она действует. По фотографии вот это все, ничего подобного не получится. Но получится, что что-то другое по роду передать. И они об этом будут сплетничать. Также авто тут. Может быть, на какие-то аварии, на автомобиль, вот что-то такое связанное. На какое-то путешествие, чтобы у вас не произошло. Куда-то вы не могли поехать, куда-то, может, кто-то собирается. За границу, может, куда-то собирается, я не знаю. Вот у меня там по раскладам выходило. Что-то с дорогой связано. И сплетни. То есть это люди, которые будут на каждом шагу всем рассказывать. Посмотри, какие мы маги. Пробив защиты. Чтобы вы были служанкой или мужчина переворачивать. Ну вот это вам такое, как бы сказать, послание. С родом надо работать, род очищать. Ну все, мои солнышки, мои любимые. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока, до новых встреч.